Шли к основному, так сказать, слайду. Этот слайд посвящен исследованию на протяжении одного года, тенденциям. Давайте проговорю его. Период исследования у нас апрель 2025 год, это $532 на примере класс социальное жилье. И апрель 2026 год, это уже $545 за квадратный метр, что показало динамику за год роста всего лишь, смотрите, 2,44%. То есть мы видим, как больше полугода стоимость росла, и уже 4 месяца стоимость квадратного метра снижается. То есть, возможно, мы наблюдаем тенденции, которые будут длиться до конца 2026 года. То есть, пока это предположение, колебательные процессы, но если мы точно увидим, что 6 месяцев снижения, то поверьте, это уже тенденции, которые мы точно будем видеть до конца года снижения. А сейчас я только предполагаю. Друзья, также немного рекламы, без нее никак нельзя. Вот здесь внизу вы видите индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, положительный единичка, запятая 0,24. Я и компания Alim Consulting на протяжении больше 10 лет готовим для крупных украинских системных национальных банков, что, друзья, правильно, индексы, который характеризует изменения. Что такое индекс? Давайте сначала скажу. Это макроэкономический показатель, который показывает или характеризует изменения стоимости недвижимости во времени. На примере давайте вот этого социального жилья, которое перед вами, я покажу, как он считается. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. Делим 545 на 532, получаем рост в годовом измерении недвижимости данного класса плюс 2,44%. Ну или же индекс положительный, единичка 0,24. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это, так сказать, фокус-группа людей, которые смотрят меня. Данные специалисты, это управление по рискам, по риск-менеджменту, очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на примере данного графика рисунка показываю вам, как это происходит. Поэтому данная синергия знаний, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется недвижимость, стоимость недвижимости во времени, под которые ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть это для вас просто облегчает во много ваш сложный бизнес, а мне позволяет заниматься дальше наукой и развиваться. Поэтому, друзья, для того, чтобы меня найти, в описании канала есть мой телефончик Viber, как кипрский, так и киевстаровский. Вы можете позвонить, написать, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал, обычно мы делаем раз в квартал для своих контрагентов, будете видеть, что происходит с недвижимостью, как меняется ее стоимость, растет она или снижается, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть это для вас на самом деле архиважно. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Ну и последний слайд. Здесь мы поговорим о том, что произошло с арендой. Ну и приведу еще раз пример, что произошло с предложениями на рынке жилой недвижимости. Это квартиры, выставленные для продажи. Мы обсуждали подробно данный слайд. Рост за год 2,44%. И переходим внизу, экселевские данные, табличка. Это у нас, друзья, что? Правильно, аренда. И вот давайте будем смотреть, ориентироваться на Днепр, средняя аренда. Сюда вошли однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная квартира. Это среднее арифметическое число по всему городу, то есть это макроэкономический показатель, помним, да, мы говорим о индексе. А в процентном соотношении, друзья, не падайте, да, период сравнения у нас март 2026 год с мартом 2025 год. Здесь ошибка, я не изменил циферку. Так вот, не падайте, друзья, но кто понимает и кто сдает свою недвижимость, и который может посчитать пассивный доход, который генерирует недвижимость, в данном случае жилая, рост аренды за год составил 6,44%. Но это запредельно высокая цифра, друзья.
Почему это запредельно высокая цифра? Да потому что, ну, во-первых, давайте я вам, как оно, еще раз объясню. Вторичный рынок продается за доллары, а сдается это один и тот же класс за гривну. Для того, чтобы у нас была одна единица измерения, курс Национального банка я указал, я перевел это все в доллары, чтобы просто вы понимали, да, что единица измерения одна в долларах продается, и здесь я, хоть в гривне сдается в аренду, но привязал это все к доллару по курсу Национального банка. Так вот, предположим, что у вас есть 10 тысяч долларов. Сейчас мы говорим исключительно о долларах. И вы решили положить эти деньги на депозит в любой банк, открыв валютный именно депозит, да, вы с ужасом для себя узнаете, что это 1%. Там где-то я 1,5 видел, но скорее всего это будет 1%, то есть с 10 тысяч за год вы получите пассивного дохода аж 100 долларов. То есть это вообще, друзья, ни о чем. Риски огромные, год вашими деньгами пользуются, не факт, что вернут, а при этом вы как бы всего лишь получаете пассивного дохода так называемого 100 долларов. Здесь же, друзья, это 1%, если несете в банк. Здесь же, если вы приобретаете недвижимость, я сейчас не, как она называется, не рекламирую и никого не убеждаю, что надо там покупать недвижимость, сдавать ее в аренду. Я просто привожу вам факты и цифры. Так вот, ну за 10 тысяч вы не купите, конечно, долларов в Днепре, но я думаю, что тысяч за 25 вы за 27 купите небольшую однокомнатную квартиру. Так вот, она в годовом измерении будет вам, это, конечно, очень грубо, приносить 6,44%. Это не чисто операционный доход, здесь надо отнять еще будет затратную часть, но все равно это уже запредельно высокая цифра, друзья. С чем это связано? Прифронтовой город, бомбежки, обстрелы, нет света. И вот такая вот, ну, фигня, да, я по-другому, честно уж извините меня за мой плохой французский, да, но по-другому я не могу это назвать. Ну, фигня какая-то происходит. Статистику я перепроверяю, поверьте, я очень скрупулезно умею работать с цифрами. Так вот, я все-таки предполагаю, что это связано с тем, что в данном прифронтовом городе достаточно сильно развиты военно-промышленные комплексы, то есть ВПК, где там что-то делают для фронта, там дроны, там еще чего-то, ремонтируют технику и прочее. Достаточно много людей, которые снимают квартиры военные, то есть это и офицерский состав может быть, которые работают, и гражданские, которые работают на предприятиях, то есть которые приехали в Днепр и вынуждены снимать в аренду квартиры. Именно это, я предполагаю, и повлияло на рост стоимости. А в принципе люди, которые работают в ВПК, они зарабатывают неплохо. То есть тут, ну, честно, если работает человек на военном предприятии, то ну, там денег он зарабатывает, я думаю, что больше 40 тысяч в месяц, естественно. Поэтому это и связано с тем, что аренда просто номер один, город Днепр, бывший Днепропетровск, показал по росту аренды по всей Украине. За ним идет город Одесса, там тоже почти 5 с чем-то процентов. Ну, а потом уже город Киев, Харьков и так далее. Итак, друзья, что будет с рынком недвижимости через один квартал? Ну, во-первых, давайте я, прежде чем выключить слайд, еще раз покажу вам, что вот это, на мой взгляд, тенденции, которые просматриваются, или начало тенденций, мое предположение, 4 месяца, стоимость по предложениям снижается. Рынок аренды, друзья, ну вот я просто не сомневаюсь, он достиг своего, так сказать, апогея, и мы увидим уже в втором квартале, что как будет снижаться вместе со стоимостью квадратного метра и аренда. Почему? Потому что ну, по-другому не работает. Рынок недвижимости есть в любом случае определенная логика, да, которая говорит о том, что банк может вам гарантировать 1% пассивного дохода, а здесь 6%. Да. То есть это, ну, это верх, так сказать, апогея, которого достиг рынок аренды. А вот теперь закрываем показ слайдов. И я, друзья, что просуждаю на предмет того, что будет происходить во втором квартале 2026 года.
Недвижимость будет показывать нам динамику снижения, друзья, где-то порядка 0,5%, может чуть больше, чуть меньше каждый месяц. То есть мы в итоге, когда будем сравнивать июнь месяц 2026 года с июнем 2025 года, мы увидим, что динамика будет роста в годовом измерении где-то плюс 0,5%. Ну, помните, да, у нас сейчас там 2%, 2,5% рост в годовом измерении. И вот каждый месяц, которым будет у нас это апрель, мы по факту подвели итоги, май, июнь, июль, мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра где-то на 0,5%. Итого, еще раз сравнивая июнь месяц 2026 года с 2025 годом, июня месяца, мы увидим, как каждый месяц будет снижаться по 0,5%. Итого, по факту будет где-то плюс 0,5%. То есть 0,5% еще положительной динамики останется. И, друзья, что я предполагаю, что до конца года эти же динамика снижения будет продолжаться. То есть мы будем видеть, как медленно, уверенно снижается стоимость квадратного метра и снижается аренда. Друзья, ну, время ж пройдет быстро. Я запишу такое же видео, кстати, записываю каждый месяц, хоть я не YouTube-блогер, да, но вот с завидным постоянством, так сказать, грешу этим. Записываю видео, популяризирую те знания, которые, в общем-то, у меня есть, за которые даже деньги платят. И хотел бы, чтобы вы просто смотрели данные видео. И хочу вам напомнить, что компания Alim Consulting и я, ваш скромный слуга, на протяжении многих лет занимается популяризацией рынка недвижимости. Я не риэлтор, так что не бросайте в меня там помидоры. Я, естественно, никому ничего не предлагаю ни продать, ни купить. Но я надеюсь, что я являюсь для вас неким компасом, ну или картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости, которая не позволит вам заблудиться. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Подписаться на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки видео и помните еще раз, что данный материал всего лишь позволит вам ориентироваться в процессах, которые я скрупулезно наблюдаю и также скрупулезно выкладываю в виде исследований как в своем YouTube-канале, так и на страничке Olymp Consulting. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.